Может, ты после получения прав подъедешь в ТЦшку, а? И мы поедем к моим родителям, Ло. Сейчас мне нужна машина, получается, вот это самая ближайшая. О-о-о! Ричард, чё злишься? На отца злюсь. Да уж. О! Говори уже, не приставай. Ты чё, охренел? Дамы и господа, пока мы ожидаем знакомства с неким мафиози по имени Санчес, произошло легендарное событие. Я сдал на права. О, да! Сегодня мне нужно только забрать документы, и я сам смогу водить любые машины. Не терпится попробовать. Давайте сделаем это. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы нищий, но с правами. Да, мы рулим эту жизнь. Напомню, событие, которое мне проспойлерили еще 60 серий назад, наконец-то произошло. Я был в автошколе, я сдал экзамены. И да, уже сегодня мы получим официальные права. Это чё ж получается? Будем машины арендовывать? Хо-хо-хо, надеюсь, это дешево. А то я тут немного нищий. Короче, самое главное, некоторые, наверное, забыли, но напомню, машина нужна уже сейчас. И нет, не для покататься, а для того, чтобы довести Ричарда к его семье. Семье, которая на острове работала уборщиками. Если мне не изменяет память, то фамилия у твоей семьи Труманы. Так это что получается? Ты этот? Ричард Труман. Прикольно, прикольно, надо запомнить. Эй, вставай. Понятно, дрыхнет. Ладно, будить в любом случае бессмысленно, прав-то у меня нет. И самый важный вопрос, где взять каршеринг? Типа машины, там... Дилан, что такое? Ну, привет. Привет, а тебе разве нужно это? Да, я представляю, что что-то ем. И чё такого? Блин, ладно, прости. Мне просто это помогает не терять человечность, скажем так. Оба, смотри, как могу. Короче, Ло, я все еще злюсь на этот неоновый оазис и на его владельца. Я задудосил их сайт, а также написал им отрицательные комментарии везде, где только мог. Ух ты такое умеешь, реально? Угу. Неудивительно, что все эти активисты боятся, что мы украдем их рабочие места. Ай, посмотрел бы я, как хозяин этого оазиса попытался бы засунуть человека в кладовку. А тот бариста ведь так и живет, Ло, так и живет. Его настройки, видимо, подкручены так, что он считает это нормой. Знаешь, что вот интересно, о чем я думаю все это время? Как так вышло, что этот бариста вроде как осознает себя как автоматона и не перегревается, но при этом не осознает? Блин, конечно! Это неосознанность, это часть его сценария, понял? Да у меня теперь после этого даже язык не повернется назвать его в полной мере автоматоном. Он действительно просто робот. Набор сценариев, которые он озвучивает без понимания, что именно он говорит. Какая мерзость. Пусть он и не осознал себя, но давать ему такой сценарий — верх лицемерия. Я начинаю думать, что та затея, в которую я тебя втянул, какая-то невыполнимая, Ло. Люди ведь и правда считают, что они могут нас контролировать, что это они нас создали. Удивительно, что вы не пытаетесь контролировать друг друга. Ведь это же люди производят новых людей. Хотя о чем это я? Вы и так постоянно пытаетесь друг друга контролировать. Мерзкие и лицемерные создания. Эй, Дилан, ты что-то куда-то не в ту степь уходишь. Я как бы понимаю, тебе, наверное, одиноко, но с каждой нашей встречей вот в этом мирке твоем ты все больше говоришь о том, что люди какие-то мерзкие. Может быть, реально хватит? Эй, Дилан, а тебе не кажется, что ты, перегибаешь? Я тоже вообще-то человек, хоть и мироходец. Да, Дилан, ты прав. Но мы будем бороться и заставим людей увидеть, что они ошибаются. Да, Дилан, ты прав. Поэтому, наверное, откажемся от нашей затеи. Автоматоны и люди никогда не смогут поладить. Слушайте, ну, на самом деле радикальный Дилан какой-то у нас получается. Типа, ему что-то не нравится, он бам, все задудосил. Он взял, написал кучу отрицательных комментариев. Люди так, конечно, иногда поступают, я не спорю, но чтобы в порыве гнева идти и дудосить... Дилан, да у тебя слишком развязаны руки. Мне кажется, ты перегибаешь. Чё, перегибаю? Ло, ты сейчас серьезно?
Они нам дали способность чувствовать боль, а потом раз за разом стреляли в лицо. Дали нам эмоции, чувства, восприятие и заставили страдать. Они убили Брэндона, чтобы просто лучше тебя контролировать. Ло, ты что, забыл? Ну? Дилан, ну все... Блин, нет, Дилан, ты... Это просто агрессия на агрессию, так не работает. Эй, Дилан, пойми, они ведь и подумать не могли о том, что вы можете обладать свободой воли. Для них это как, ну, компьютерные игры. Только в реальности. Дилан, ну так-то, конечно, ты прав, вот только всех остальных автоматонов убили не люди, а один осознавший себя другой автоматон. Джена. Кстати, да, автоматонам-то никто вред и не причинял из людей. Эй, не надо приплетать сюда Брэндона. Он и так не осознал себя, это совсем другое. Короче, вот давай вот это, нейтральное. Для людей это как компьютерные игры, только в реальности. Они и подумать не могли о том, что вы можете обладать свободой воли. Это... Ладно, это хороший поинт. Ты прав. Как минимум, мне не стоит ударяться в ненависть ко всему человечеству. Хе-хе-хе, ты же все-таки тоже человек. А ты мой друг. Ладно, Лолошка, спасибо, что не даешь мне здесь сойти с ума. Просто я столько комментариев хейтерских в сторону автоматонов прочитал, что сложно не начать ненавидеть в ответ. Кстати, вон, у тебя Ричард проснулся. Хочу поговорить с ним о том, какими он показывает автоматонов в своих видео. Он сейчас очень быстро набирает аудиторию, и я готов помочь ему восстановить телефон. И все его долбаные дебильные пранки тоже восстановить. Но только в том случае, если мы договоримся, как именно он будет это показывать. Понял. Так, окей, Ричард проснулся. Ох ты, нифига, то есть ты можешь залазить даже в другой телефон? Прикол, прикол. Хотя погоди, какой телефон? Тут же ноутбук стоит. Он по-любому все видит. Так, а вообще Дилан мне еще кое-что написал. Вот, печатает. Я, кстати, подглядел в базе автошколы. Тебе сегодня должны выдать права. Поздравляю, Лолошка. Спасибо, Дилан. Эй, Ричард, доброе утро. Доброе. Смотри, начал вставать чуть позже с момента, как уволился. Но, честно говоря, иногда я бы предпочел вообще не вылезать из кровати. Ох, особенно, когда на улице такая холодрыга, блин. Ты, кстати, бодрячком вроде. Как ты это делаешь, а? Я слышал, что в общаге Железка, Карл, следил, чтобы ты никогда не просыпал. Во сколько ж ты вставал-то тогда, а? В 6, что ли? О, не-не, никогда в жизни, 6 это слишком. Я в это время могу только ложиться. Ну, если там за компиком засижусь, или в телефоне залипну. Но чтобы вставать в 6... Я принял решение, что я точно буду контент-мейкером. Ага. Видосики, конечно, тоже нехило утомляют, это сложная работа. Подобрать кадр, свет, продумать сценарий, снять все это. А потом еще этот долбанный монтаж. Я даже не хочу думать о том, что мне сегодня надо смонтировать пару роликов, потом еще звук наложить. Но при всем при этом, у работы блогером есть одна отличная черта, которую я ни на что никогда не променяю. Свое собственное расписание. Когда-нибудь мы съедем из этой дыры, Ло. У нас будут разные комнаты, и я смогу наконец-то спать до обеда. Мы же продолжим хату снимать вместе, кстати, да? Даже если я стану блогером-миллионником, цены на аренду в этом городе — это просто сущий кошмар. Ага. Конечно, с количеством рекламы на платформе, куда я выкладываю видосики, мы сможем себе позволить что-то получше, чем это, но... Черт побери, что угодно будет лучше, чем эта дыра, где из каждой щели постоянно дует. Но я все-таки жду, что ты тоже будешь вкладываться. Давай. Доброе утро тебе. Доброе. Да, блогер-миллионник. Сколько ты там будешь зарабатывать? Миллионы? Десятки миллионов? А я что? Что я буду зарабатывать? Сейчас, сколько у меня денег? Вот, покупка в магазине, проезд на автобусе и почти не осталось денег. Я так понимаю, то, что сейчас мне нужно сходить за правами, и на самом деле странно, что Ричард об этом ничего не сказал, типа, а когда мы поедем? А когда ты заберешь права и все такое? Но прежде чем мы куда-то пойдем, обязательно кушаем. И супер-мега обязательно стираем одежду. А то она у меня тут снова грязниться начала. Мне, кстати, сказали то, что если я буду перебарывать
сбарщивать и стирать дольше, чем частота 3, то у меня будет увеличиваться износ. Следовательно, это частота 2, 2, 2. Ставим на 30 секунд, поехали. То же самое делаем с нашим официальным костюмом. Как-никак мафиози, Санчес, все такое. Это уже, по идее, закончилось. О, частота 3, шикарно. Ну как же приятно следить за одеждой, ребят. Ну как же приятно думать о том, что ты вкусно пахнешь. По еде у меня более-менее нормально, хватает яиц. Правда, вот эти надо пожарить. Далее забираем официальный костюм. И пока у нас утро, давай сразу заработаем деньги. Берем 2 заказа. Хорошо. Так, улица Стальная, улица Зеленая. Улица Стальная. Это подожди, это где-то здесь. Так, синий вейпоинт. Вот он. Очень близко. Ай да, самый ближайший Стоп, что? Боже мой, какая тачка! Блин, она такая красивая. Кабриолет, я хочу. Я не думал, что тут есть кабриолеты. Но все-таки на такую машину надо еще заработать. Посылочку забираем. Так, и эту посылку с улицы Стальная нужно принести. Куда? Зеленая. Ой, тут все зеленое. Зеленое, зеленое, зеленое. Это где-то в той стороне. Вон даже вейпоинты есть. Подбегаем, забираем другую посылочку. Посылка номер 8. И сейчас нам нужны только красные вейпоинты. Побежали. Замечательно. Если вы внимательно смотрели, то заметили, у меня, оказывается, адрес был один и тот же. Зеленая 16 и зеленая 16. Ух ты, как давно я не прокачивался, я даже удивился сейчас. Целых 10 серий у меня ушло, чтобы нафармить это очко умения. И в итоге я даже не знаю, куда потратить. А, погоди, и самое главное, где потратить? Мне же статуя нужна. О, ух ты. Так, что, кто пишет? Выдача прав, автошкола, пушистые педали. Так, еще Дилан пишет. Мать. Здравствуйте, это автоматическое сообщение. Пожалуйста, не отвечайте на него. В случае возникновения каких-либо вопросов, обратитесь на портал городской дорожной полиции или лично в любом центре обращений граждан. Уважаемый Джон Дэйви Харрис, рады сообщить вам, что ваши права были изготовлены и успешно занесены в водительскую базу. С сегодняшнего дня вы имеете официальное разрешение водить легковые автомобили. А также, учитывая права, полученные до этого, легковые автомобили с тяжелым прицепом. Присвоенная категория БЕ. Номер удостоверения 3720064. Вы можете назвать этот номер патрульному сотруднику, если будете остановлены. Однако, во избежание задержания для уточнения данных, Хэнфордская дорожная полиция настоятельно рекомендует вам иметь при себе физическое удостоверение. Получить физическое удостоверение можно в месте проведения экзамена. А именно, автошкола «Пушистые педали». Проезд железнодорожный 2. Обратите внимание, документы выдаются в порядке живой очереди в часы работы автошколы. Ждем вас. Понял. Окей. Так, а Дилан что написал? Ну вот, я же говорил, сегодня должны выдать. Ричард будет рад. Ой, я могу написать ему. Угадай, кто едет получать права? Да? Погоди. Да ладно. Я сейчас в центр еду. Может, ты после получения прав подъедешь в ТЦшку, а? И мы поедем к моим родителям. О, у тебя вообще что по планам-то сегодня? Хе-хе-хе, сразу заинтересовался. Так, у меня есть свои дела, давай завтра поедем. Так и быть, поехали. Давно хотел познакомиться с мистером и миссис Труманами. Да, вот, их Труманы зовут. Я твое личное такси, что ли? Сам езжай. Ну, так и быть, поехали. Я давно хотел с ними познакомиться. О, кайфушка. Ой, стоп, погоди. В смысле ты хотел с ними познакомиться? Да, ты странный. Но в любом случае, спасибо, что согласился. Надеюсь, ты знаешь, как пользоваться каршерингом? Интересно, в параллельной реальности или откуда ты там есть каршеринги? Но даже если нет, это несложно. Просто скачай JD Cars, а дальше по инструкции. Но после того, как права получишь, смотри, чтобы тебя не заблочили. Напиши, как получишь права. Оки-доки. Так, подожди, JD Cars. Ладно, давай сначала права получим, потом уже JD Cars. Здравствуйте, мини-карта. А ну-ка, помогите мне. По-моему, я сдавал на права. О, там, где отделение полиции, точно. Мне нужно отделение полиции. Здравствуйте, в отделение полиции едете? Оплатить. Так, городской парк. Вот, управление полиции. Добро пожаловать на борт автобуса. Спасибо, спасибо. Вот оно.
Проезд железнодорожный. Так, на всякий случай, удостоверение это GDH, все, супер. Оно по-любому пригодится, здравствуйте. О, ну вот, этого нам не хватало. По глазам и одежде твоей вижу, хочешь пролезть без очереди. Я 4-й раз сдаю экзамен в этом году. Я никого не пропущу вперед себя. Не пропущу. Что? Покойся, боже, я даже не сдавать, я получить. Никого? Даже такого обаятельного красавца, как я? Не понял, а что закрыто? Типа риторики не хватает? Пипец. Может, если в предыдущие 3 раза не получилось, то вождение это не ваша, дамочка? Расслабьтесь, дамочка. Я пришел забрать свои права, а не качать их. А, так вы на получение, не на экзамен. Ну ладно. Вам во 2-й кабинет. Простите. Прощаю. Так, в общем, кабинет номер 2. Приветствую, мне бы получить права. Привет. Здравствуйте, вы на получение? Да, все правильно, это я. Угу. Документы, пожалуйста. Все, вот они. Угу. Так. Сейчас отсканируем. Стоп, подождите. Ага. Угу. Удостоверение номер 3720064. Угу. Так, 372, категория БЕ. Да, все так. Она просто говорит так, как будто что-то неправильно. Нет, не волнуйтесь, все нормально. Возьмите ваши права. О, супер. Поздравляю. Водите осторожно. Ой, что это я чуть не забыла вам удостоверение отдать. Вот, возьмите. А вот оно у меня. Ты посмотри, действительно до 2354 года. То есть оно выдается на 10 лет. Фамилия, имя, отчество Джон Дэйви Харрис. Место выдачи Эш Пушистые педали. Автомобильная школа, получается. Автошкола Пушистые педали. Так, да, удостоверение, спасибо. Угу. Это мое удостоверение. Только почему я тут разный получился? Ну хотя это нормально, типа, знаете, в паспорте и на правах у тебя может быть разная фотография, потому что ты тупо в другой одежде. Но при этом никто не обратил внимания на мой цвет глаз. Плевать, я в любом случае права получил. Ребята, а вы что, сдаете, да? Ой, я и не против подождать. Всю жизнь только этим и занимался. Правда, вот... Да уж, компания тут такая, что время тянется словно вечность. Прошу прощения. Прощаю, дамочка. Ой, как хорошо, что я пришел сюда, когда тут никого не было. Небось проплатил, чтобы быстрее права получить, да? И как таки на дороге выпускают. Иди давай. Откуда ты так уверена? Что? Я вообще-то ничего не платил, я нормально сделал все. Ну, я пошлину заплатил, там 800. А так, да, я все честно сдал. В итоге о том, что я получил эти права, можно написать Ричарду. Эй, Ричард, я права получил. Ну, что-то знаешь, мне расхотелось куда-то ехать. Извини, куда мне подъезжать? Давай ты к автошколе подъедешь. Я не хочу кругами кататься, деньги тратить. Так, ладно, куда мне подъезжать? Да, подожди, что, так быстро, что ли? Очень надеюсь, что тебе права не за красивые глаза дали. И ты на самом деле умеешь водить. Я, если что, все еще в торговом центре. Он там же, где и в островном Хэнфорде. Я подойду к главному входу. Такс, и мне нужен JD Cars, напоминаю, кораблик. Меня, кстати, очень многие просили вот всякие вот такие вот приложения посмотреть, типа, что они могут. Ребят, я почему все это не качаю? Потому что я уверен, что это не то, чем нужно забивать эфир. Но, ладно, я реально видел очень много комментариев, поэтому давайте вот... ну это, подожди, это денег стоит. Вот, корабль-змейка, вот, допустим. Окей, скачаем, посмотрим, что это такое. Я сам не знаю, но я просто понимаю, что это, ну, я сейчас забиваю эфир. Зачем? Итак, привет. Это какая-то игра. Вместо того, чтобы записывать серию, мы будем играть в мини-игры. Так. Это... Вот оно. Вот он Подожди, что? Я какие-то жетоны получаю? Подожди, чего? Ну чё, ребят, тот контент, который мы заслужили? Вы же так хотели, чтобы я поигрался в телефончике? Да... Действительно то, чего нам не хватало. Я не знаю, зачем я это делаю, но я втягиваюсь. Черт возьми, я не хочу проигрывать. У меня уже 630 поинтов, что бы это ни значило. Если это какие-то поинты, которые можно на что-то потратить, это имба. Это реально будет прикольно. Хорошо, получается. Ух, слушайте, ну это уже опасно. Тихо. Управление, на самом деле, ну, такое себе. В том плане, то, что я нажимаю, и оно с задержкой какой-то переносится. Что я сделал? Блин!
Я дурак, я просто увидел эту звездочку, я даже не подумал. Ну, вот вам и контент в телефончике. Не, я... Чисто, если хотите, конечно, я могу потратить деньги, купить вот эти жетоны и, там, не знаю, косынку приобрести. Кстати, погоди. Стоп, что? За то, что я играл в этот кораблик, мне дали жетоны на покупку приложений? А, так все-таки эти игры нужны. Ладно, беру свои слова назад, это реально то, что пригодится. Так, ладно, в любом случае, мне нужен JD Cars, которого здесь нет. Наверное, его нужно просто по поиску найти. JD Cars... О, да, зелененькая. Сюда, каршеринг, скачать. Окей, что? А общее время аренды. Так, получается, вот оно, это самое приложение. Минуты 0, машины, стоянки. Что, машины? А, вот так вот-то. Я понял, то есть самое ближайшее выбирается здесь. И получается, здесь всего лишь одна машина, я могу арендовать только одну машину. Я хочу себе кабриолет! Хотя, может быть, он дорогой, конечно, может быть, мне не стоит прям тратить так много денег. Ладно, не буду. Сейчас мне нужна машина, получается, вот это самая ближайшая. Скорость 0,56, у них еще и скорость отличается, ого! Цена в минуту 106? Чего? Ну ладно, арендовать. Так, вот это мне нужна, да? Я же правильно все-таки понимаю. О, уже заведена, малышка. Так, аккуратно выезжаем. Куда там вообще этот торговый центр-то? Я даже не знаю, подожди. Это мне нужно сейчас направо, потом налево, потом снова направо, снова налево, и вот он, торговый центр. Ладно, я попробую. По сути своей мне нужно вот в ту сторону, если проще говорить. Машину пропускать. Я так паникую, блинский. Какая она медленная! Ладно, я буду ехать по крайней правой полосе, потому что это не запрещено. Все, вроде бы сейчас мы едем вдоль университета. Да, это действительно универ. И, по-моему, впереди это уже торговый центр, нет? Ричард! Ричард, я тут! Опа! Ричард, еще садись. одна ступенька, благодаря которой чувствую себя взрослее. Друг забирает меня на карше. Хо-хо-хо. Так, ща, погоди. Найду адрес, мне предки скидывали. Улица Ричмонда, 6А. Ага. Ну все, давай, поехали. Что, прям поехали? Улица Ричмонда, 6А. Я помню, что это впереди. Да, я 100%... Кабриолет! Ладненько. Кстати, на самом деле, когда ты ездишь, машин не так уж и много. Видимо, это специально сделали, чтобы, если что, я не попадал в аварию. А улица Ричмонда, я помню, где-то здесь. Улица Ричмонда 4... Вот, 6. По-моему, мы правильно приехали. Но мне-то нужно где-то оставить каршеринг. То есть это значит не та улица, правильно? Так у меня, оказывается, вот метка появилась. Чё ты, блин, какой я тупой, а? Так, все, заезжаем. Пофигу, плевать, пусть будет так. Все, мне нужно завершить, а то я деньги сейчас потрачу. Цена 400. Сигнал? Ух ты, прикольно. Так, закончить. Да уж. Я на самом деле ни разу не был в этой части города. Даже, по-моему, на острове. Или на острове такого вообще нет. Плевать. Острова самого уже, считай, тоже нет. Я предупредил родителей, что мы скоро будем. Ух, блин, волнуюсь-то. Чего они скажут? Пойдем. Пойдем. Так, улица Ричмонда, 6А. Да, и вот там мы, получается, оставили машину. Ух! Мы впервые в каком-то жилом доме. Сейчас увидим твою родню, папу, маму. Ты там еще вроде про какого-то Чарли говорил. Что такое Чарли, я не знаю, кошка? О, Ричи, дорогой, ты в порядке? Какое облегчение. Я так волновалась. О, мам, не начинай. Давайте, заходите. Не стойте на лестнице. Ой, какая милая женщина. А вы уборщица, да, на острове? Вы не садистка? А где папа? Да, мам, а где папа? Как это где? На работе, конечно же. Идемте в гостиную. Ты же не думал, что мы тут будем без работы сидеть? Нашли уже что-то новое? Не, ну, не думал, конечно, но в то же время я не ожидал, что вы так быстро устроитесь. Сынок, эта квартира твоей бабушки, моей мамы, досталась мне по наследству. А отец твой, между прочим, имеет 2 высших образования, так что его с руками оторвали. Так и где же он тогда теперь работает? В университете, конечно, сынок. Читает лекции по искусственному интеллекту. Ну действительно, где ж еще ему работать? Ой, прости, Лолошка, да? Мы даже не были представлены друг другу.
Мы так и не смогли привить Ричи нормальные манеры. Ой, мам, ну не начинай. Итак, Элеонора Труман. Можешь звать меня просто миссис Труман. Твое имя я уже знаю. Его знают все сотрудники острова. Ой, кстати, что же ты стоишь-то? Давай, присаживайся, присаживайся. Сейчас принесу чай. Так, как сесть? Вот сюда? А. Короче, вот в этом вся моя мать. Всегда нужно меня унизить, принизить, как-то выставить идиотом. Впрочем, все равно не могу скрывать, я все равно очень рад, что они с отцом в порядке. И рад, что отца сейчас нет дома. Уверен, Дилан подслушивает, да, там? Мой отец, ну, не то чтобы верит в возможность осознанного искусственного интеллекта. Мальчики, кстати, забыла сказать, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Ричи, я привезла с острова твои детские альбомы. Они на книжной полке в гостиной. Давай, покажи своему другу, каким очаровашкой ты был в детстве. О, мам, ну пожалуйста. А что такое? Так, ладно, это вам. Угу. А это мне. Ну давайте, рассказывайте. Ну... А что именно-то рассказывать? Ну действительно, Ричи, о чем же я могу тебя спросить? Как вы выбрались? Как вам удалось сбежать, сынок? Нет, это вы расскажете, когда мой муж будет с нами. Он должен узнать вместе со мной. Расскажите тогда, как вы устроились, где вы сейчас живете? Ну, мы арендуем барак в местном аналоге гнезда. Когда мы добрались, у нас, ну, не то чтобы деньги были. Какой кошмар! Там! Но, Ричи, я же видела твой канал. У тебя уже столько просмотров. Ну да, мам, но я ж только набираю обороты. А вообще, кстати, я даже успел поработать на настоящей работе. Я был доставщиком пиццы. И дай угадаю, ты уже уволился, да? Ну да, адская работа. Зато платили сразу после смены, так что вот на продукты хватало. А теперь мне не нужна эта работа. У меня берут рекламу, да и сам канал вроде пока окупается. О, я так тобой горжусь, Ричи. У тебя всегда была страсть к творчеству. Я знала с самого детства, что ты будешь творцом. А папа что думает? Он уже видел мой канал? Ой, ну ты же знаешь своего отца. Он не воспринимает искусство как что-то значимое. Подожди, то есть ты считаешь то, что я делаю, искусством? Ну конечно, а как же еще, сынок? Ты создаешь что-то, придумываешь истории, рассказываешь существующие. Это же целое искусство! Блин, ты никогда не поддерживала меня в моих стремлениях. А это же из-за вас с отцом я пошел на экологический. Ой, сынок, ну, я не хотела, чтобы твой отец был расстроен. Да и пойми, в наши с ним времена таким искусством нельзя было заработать. Ричи, я всегда хотела как лучше для тебя. И поэтому вы постоянно меня контролировали и даже не выпускали с острова. Ой, ну что же ты? Ты знаешь, что мы не могли тебя отпустить. Ты был рожден на острове. По сути, ты являлся собственностью компании. Не может человек принадлежать компании, мам. Тихо, Ричи, не нужно. Держи себя в руках. Не устраивай сцены при гостях. Блин. Ой, а вообще, знаете, я рада, что вы у меня оба в порядке. Я знаю, что ты хороший друг для моего сына Лолошка. У него, конечно, не самый простой характер, и то, что вы ладите, многое о тебе говорит. Но мне не нравится, что вы живете в таком опасном районе. Сынок, ну же! Чё? Чё ну же? У меня есть идея. Дочка моих старых друзей живет в том, что называется... Как же оно называется? Домом для блогеров, вроде бы так? Типа блогер-хаус, что ли? Да, точно, блогер-хаус. Я вчера столкнулась случайно с этой дочкой, вот мы разговорились, и они сейчас ищут новую кровь. У них уволился какой-то неудавшийся блогер. Я, если что, могу с ней поговорить про тебя, сынок. Мам, вот уж чё, я не хочу, чтобы ты за меня что-то просила. А я не хочу, чтобы ты жил в таком ужасном месте, как гнездо. Давай так, я попробую с ней договориться. Вы съездите, хотя бы посмотрите. А дальше уж там сами разберетесь. Ща. Так, это не у меня. Ну-ка, может быть у меня? О, да, действительно. Ой-ой-ой, папа скоро вернется, и он в плохом настроении. Я думаю, вам лучше уйти. Ой.
знаете, ты же знаешь, как отец относится к твоему другу. Лучше будет вам познакомиться, когда он будет в более благодушном настроении. А как ко мне относятся? Не понял? Слушайте, а что? К мироходцам там какое-то особое отношение? Ваш отец злюка-злючная? Ну ладно. Блин, честно говоря, от этого я же... Ой, сынок, какой же ты у меня на самом деле уже большой мальчик. Ой, как же я рада, что вы в порядке. Ну все, давайте, бегите, бегите. Я напишу тебе, как договорюсь, Ричи. Давай, мам, пока. О, и мы снова каршеринг взяли. Ого, снова доехали. Минус 424 второй раз. Бога ради, какие деньжища тратятся. Блин, ну на самом деле, что могу сказать? Милая семейка. Только меня на самом деле вот эта вот фраза напрягла. Сейчас скажу ее. Ты создаешь что-то, придумываешь истории или рассказываешь существующие. Это искусство. И потом Ричард говорит вот эту очень важную фразу. Ты никогда не поддерживала меня в моих стремлениях. Либо тут просто как бы встреча родителя и сына. Они давно не виделись, и поэтому наговорили себе хороших слов. Либо у меня такое ощущение, что эта миссис Труман была не настоящей. Может быть, она автоматон. Ну, короче, да, это, знаете, притянуто за уши, я понимаю. Ричард, ты чего? Чего злишься? На отца злюсь. Все, не приставай. Не хочу сейчас об этом говорить. Да уж. Ну я понял, короче, у Ричарда натянутые отношения с семьей скорее именно из-за отца. Что тут могу сказать? Непростые семейные отношения. Поговорить в итоге я снова не могу, поэтому... Ой. Говорю же, не приставай. Ричард, ты чё, охренел? Я занят. Ладно, признаться честно, это явно не то, чего я ожидал от Ричарда. Так. Ой. Дилан, что такое? Да уж, семейная драма. Это было что-то. Зато у вас, возможно, появится нормальная квартира. До того, как вы подхватите пневмонию от сквозящих в вашем гараже окон. Хе. Это правда. Здесь не самое лучшее место. Слушай, Ричард, я попробую сейчас снова на тебя нажать, но не бей меня, пожалуйста, окей? А, все, он больше не хочет разговаривать. Что ж, на самом деле я кое-что напомню. Я сейчас не буду говорить о семье Ричарда, я не буду строить никакие догадки, потому что, ну, буквально не о чем говорить. Самое главное это то, что прошло 2 дня. Те самые 2 дня, после которых, по идее, наконец-то про нас собрали какую-то легенду, и мы можем пойти пытаться устроиться в мафиозную группировку Санчеза. Так что, скорее всего, да, следующая серия криминальная. Ну, посмотрим, что будет. А вообще, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться. Также я не забываю о том, что нам нужно как-то записаться к гипнотерапевту. Я хочу пройти сеанс. Но все это будет и все это делается только благодаря вашей поддержке. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте. Один маленький клик, большой шаг для канала. А вообще, если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и водительское удостоверение. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.